Всем доброго здоровья! Сегодня без лишних предисловий и долгих вступлений покажу вам при помощи вот такой пленки и учебного улья. Учебный, потому что без пчел есть сам улей и рамки. Покажу вам, из-за чего гибнут пчелы даже у опытных пчеловодов. Что значит опытных, сразу скажу. Это не те, у которых борода седая до колен или за спиной 300 плюс ульев и меряется у кого больше. Опытный — это тот, который имеет уже какой-то опыт одной успешной зимовки, 2, 5, 10 успешных зимовок, а потом бац, и пчелы пропали. Но не все знают причины, по которым это происходит. Да, одна из причин гибели пчел в конце зимы и начале весны — это клещ. Многие из-за клеща не доживают, но мы сегодня посмотрим другую тему. Завершение цикла моих видео о кормлении. Я там сказал по поводу меда, канди. Некоторые, как всегда, сейчас открою, поняли все неправильно, но это единицы, буквально там пару человек, которые комментировали, спрашивали и так далее. Значит, там суть в чем? Не в том, что совершенно пакеты, название прочитали, как всегда, и сразу же начали строчить комментарии. Суть не в том, что в пакетах класть нельзя, а сейчас я и объясню все нюансы, в чем вообще причина. Итак, перед нами улей, в данном случае 12-рамочный, в котором стоит 8 рамок. Предположим, это зимующая семья. Значит, у нас не важно, что находится, пленка исключительно для того, чтобы вам показать. Это сразу для тех, кто зацикливается на каких-то мелочах. У нас есть 3 ситуации по зимовке, в которых могут оказаться пчелы в данное время. Конец февраля, начало марта. Значит, первый момент — это расположение клуба. Примерно вот в таком месте. Значит, здесь у нас 4 рамки плотнее сидят пчелы. Вот на этих могут занимать вот эти улочки. Тут может быть даже пусто, потому что пчелы могли часть осыпаться, просто по сильным морозам плотнее сжались. Могут быть пустые. Может быть и здесь вот так вот еще пчелы захватывают. Не принципиально. Суть в том, что первый случай — это когда у нас пчелы сидят у передней стенки. Здесь наверху рамок пчелок немного, их практически нет. Мы видим плотное расположение клуба. Соответственно, дальше у нас еще порядка наверное, 70% кормов еще есть. Это хороший запас на весну для весеннего развития. В этом случае ни о чем переживать не нужно, никаких подкормок класть не нужно. Второй вариант, когда у нас есть какие-то нюансы по зимовке. Это когда у нас клуб пчел располагается, либо растянуты улочки. Уже мы видим вот здесь вот пчел, наблюдаем в этих частях. Либо же мы вообще видим, клуб доходит уже до задней стенки, может быть даже вот таким вот образом сформирован, или вот так как-то сформирован, неважно. Крайняя граница, вот это задняя стенка, задняя пишу, а это передняя стенка. Для вас передняя, для вас задняя. Подходит к задней стенке, кормов мало. Понятно, что здесь пчелки в верхней части начинают распечатывать. Внизу они могут быть ближе к центру, но пошел уже такой неприкосновенный запас кормов. Что делать в данном случае? В таком случае берем мед или канди, подкладываем им у задней стенки, тем самым решаем проблему голода пчел. Причем можно положить даже немножечко вот так вот к этой стороне. Как правильно покласть пакет или что вы марлю, может быть. Ложите таким образом, чтобы у вас пчелы касались везде этого корма. Если это не раннее развитие весна, я же сказал периоды, то можно такой пакет сделать вот такой надрез легонечко, чтобы у пчел был хороший доступ, потому что бывает понакалывают вилкой этот пакет. Почему я и говорил, собственно говоря, что не кладите в пакетах, потому что в пакетах нужно правильно класть. Бывает, дырочек наделают, накололи вилкой, положили, дырки совпали с рамками, пчеловод этот думает, что у него все прекрасно, корма есть. Кстати, еще одна причина гибели, голодной смерти пчел. А на самом деле они просто не могут. Тут пленка такая же толстая, как вот эта. Они ее никогда в жизни не прогрызут. Сколько вы им здесь откроете, столько они и возьмут. Поэтому в данном случае приверженцы покласть канди. Потому что когда вот так вот разрезают, оно не будет вытекать. Значит, мы на этом сегодня не заостряем внимание. Суть в том, чтобы всем улочкам хватило этого питания. Они будут отсюда брать и по улочке раздавать, разносить. Еще один момент, значит, вот с таким задним подкладыванием кормов. Существуют пчеловоды, даже один хороший, уважаемый мною человек, опытный,
Короче, он рассказывал о том, что когда вы куда-то уезжаете, подкладываете вот так вот мед и, например, или просто даже, да есть люди, которые в зимовник ставят вот таким вот образом пчел. Положили пакет сюда, там надрезали, все, пчелы здесь сидят. Когда доходят сюда, страховка лежит, они ее взяли и все. И вот так вот зимуют. Плохо это или хорошо? Это нормально. Плохого в этом ничего нет. Если они дойдут сюда, то возьмут. Но вот эти все, первый, второй случай и вот такой вот случай, как бы частный случай из второго и первого, когда просто мед лежит вот здесь вот сзади. Все это хорошо, все это прекрасно, не вызывает никаких опасений. Пчеловод молодец. А сейчас почему же гибнут пчелы весной? Какая есть ошибка у многих? Показываю уже на чистой пленке. Значит, ситуация следующая. Пчелы дошли до центра. Они могут находиться даже немножко к передней стенке. Визуально просматриваемый пчеловодом клуб выглядит вот таким образом. Может быть, сюда немножко растянулся, там больше пчел, пусть вот так будет, неважно. Суть в том, что обман зрения, так сказать, для пчеловода. Пчелы еще в центре, и нет смысла сюда что-то подкладывать. Или даже если он и положит сюда страховку, нюанс следующий. Вы видите на экране прогноз погоды на зимне-весенний период. А также в эти ужасные годы, ужасные по различным событиям, а также климатическим процессам, к которым, наверное, привели все эти события, выбросы различных веществ в атмосферу, мы имеем на сегодняшний день, Украина и все страны, находящиеся в этой широте, имеем огромную проблему с тем, что у нас теплые зимы. И часто зимой бывает оттепель. У некоторых западных регионов облет случился 17 января, и сейчас уже пчелы погнали расплод. Многие опытные пчеловоды боятся как огня зимнего расплода и часто там пишут: ой-ой-ой, зря ты радуешься этому облету зимнему, сейчас погонят расплод и так далее. Как бороться с расплодом, в конце видео бонусом расскажу для тех, кто хочет знать и никуда не спешит. А для тех, кому всегда много текста и не хотят ничего слушать, то лучше проходите мимо. Нормальным людям продолжаю объяснять, что происходит при вот таких вот температурных качелях. Вот здесь в центре гнезда, где сидят пчелы, может произойти такая ситуация, когда они заложили расплод в этот такой теплый период, теплые дни, холодные ночи. И бывает обязательно, такое всегда бывает, что при этих теплых днях начинаются даже теплые ночи. Ну как теплые? Ну плюсовая температура, а днем там до плюс 9 доходит. Это прекраснейшие условия для первого расплода, который пчелы закладывают обычно вот в этом пояске, вот здесь. По ладошечку пчел. Обычно это вот эти вот рамки, и примерно там вот так уже расплода бывает. Либо же здесь внутри, по внутренним сторонам, либо даже матка бывает просевает на двух вот этих рамках. При потеплении ночью она увеличивает эти засевы. Пчелы продолжают ее кормить, прекрасно забирают мед и пергу даже вот с этих вот крайних рамочек. Все идет сюда в центр. Клуб может растянуться, и дальнейшее похолодание, которые я говорю, они всегда бывают после таких вот оттепелей. Морозы до минус 5, минус 10, причем бывают такие моменты, когда днем плюс 10, а ночью минус 10. Температура за сутки колеблется на 20 градусов. Пчелы не то чтобы не успевают, они вынуждены брать корма вот из этой части гнезда, вот из этой части, вынуждены брать корма для того, чтобы выкормить, продолжать кормить личинок и расплод здесь. А также не только кормить, может быть, она больше и не сеет, но для того, чтобы согревать этих пчел, они также должны потреблять корм, как батарейки. Заряжаться кормом для того, чтобы поддерживать тепло. И происходит следующая ситуация. Морозы давят, пчелам нужно уйти от корма для того, чтобы собраться здесь на расплоде и поддерживать температуру. Когда такие фокусы происходят в течение одной ночи, потом опять тепло, 2 ночей, опять тепло, и если семья сильная, то никаких проблем мы не видим. Когда семейка у нас послабее, мы убираем вот так вот в сторону рамочки. Может быть вот такая семейка, может быть вообще у кого-то на 5 рамочках зимует. Может произойти вот такая вот ситуация, что сильная семья может корма продолжать туда подкидывать в топку, давая топливо в виде тепла, потому что потребляемый корм это энергия, энергия это тепло на этот расплод. И чем ниже температура за бортом улья, тем больше корма нужно для того, чтобы поднять температуру здесь до 36 градусов.
Происходит следующая ситуация. Покинуть расплод они не могут, пчелы не люди, они своих детей никогда не бросают. Поэтому происходит следующий момент. Вот сюда они достать до кормов не могут, собираются на расплоде и гибнут просто от голода, потому что уже не могут поддерживать тепло на расплоде, а также не могут выкармливать личинок, которые заложены вот здесь уже, которых они тоже не могут бросить, потому что это не яйца, а именно личинка. Происходит ужасный момент, когда пчелы при наличии вот такого вот количества кормов в улье, они просто здесь в центре гнезда осыпаются, погибают, и может в лучшем случае там матка остаться с горстью пчел, и вот здесь вот будут болезни в этом расплоде. Если мы берем же подстраховку нашу, вот в такой момент, когда у нас начинается такая серьезная ситуация, подкладываем канди сюда. Они его тоже будут брать только в моменты тепла, когда им тепло. Если мы покладем там чуть ближе, будут доставать, ну, может быть, это им поможет каким-то образом. Получается такая ситуация, что помочь пчелам в таком случае, когда есть расплод, можно только одним способом. Покласть этот мед или канди в виде большой лепешки, большой площади, которая будет охватывать пчелок здесь, чтобы везде был корм. Или же покласть непосредственно на клуб, сформировавшийся на расплоде. Вот таким вот образом. То есть некоторые рассказывают там в комментариях: ну да, все было у пчел хорошо, сидели, а ты им взял еще на голову теплого меда хлопнул. Друзья мои, каждый ваш комментарий, он имеет место быть, но все как бы частный случай. И дергая в одну, в другую сторону, каждый хочет поумничать, что-то рассказать, да, все это прекрасно. Но именно в таком видео комплексном, когда можно объяснить процессы, объяснить разные ситуации, можно и объяснить, что именно делать с пчелами. Итак, куда же все-таки покласть эту подкормку, и почему я говорил, что в марле будет эффективнее? Потому что если семейка слабая, и вы тут наделали маленьких дырдочек, у вас они просто могут его не взять оттуда. А в марле она вся как бы уже по сути пропитана. Даже марлю облизывать будут, уже что-то пойдет. Вот. Ну и марля в принципе для меда, а канди обычно фасуется, но если вы сами делаете, то можете покласть и так. Значит, марлю ни в коем случае не складывайте в несколько слоев. Они там запутаются и погибнут в самой марле. Просто кусочек марли, мед, накрыли марлей, положили это все на пакет, чтобы просто донести до улья, поклали где-то рядом, сняли здесь у себя пленку холстик, перетащили быстренько или так перевернули, тот свой пакет убрали, чтобы полностью контактировала марля с рамками. Но это не панацея, как вам удобно, хотите так, хотите так. Значит, именно для такой ситуации, когда еще пчелы не облетелись до облета, лучше всего класть для вот такого поддержания мед или канди, что у вас есть, но обязательно без пыльцы. Это канди с пыльцой. Такое класть до облета нельзя. Будет сильно нагружать кишечник и провоцировать еще больший расплод, потому что содержит белковый корм. Значит, как помочь пчелам? Я сказал, что нужно обязательно покласть это все на само гнездо, на сформировавшийся клуб пчел. Это раз. Теперь как бороться с таким опасным явлением? Ну, кроме того, что многие уже стали прибегать к изоляции маток на зиму, ну, там тоже есть проблемы, смещение клуба, там всякие другие ситуации. Ну, как вариант, есть такой вариант, изоляция матки, чтобы она не сеяла, чтобы не было этого расплода. Второй вариант, как бороться, это сетчатое дно, которое будет открыто. В момент вот таких качель полностью вытягивается задвижка, для того, чтобы в улье было проветриваемое пространство и не накапливалось тепло. Очень большой минус таких теплых денечков, оттепелей, это когда солнце светит на улей, прогревает его, особенно в деревянных ульях. Оно прогревает хорошо дерево, и после этого идет очень-очень хороший прогрев самого гнезда. Если дно глухое, то в улье становится довольно тепло. Пчелы даже начинают ложно вылетать на улицу в поисках там нектара, воды и всего прочего. Как только солнце скрылось, сразу же там в 2-3 часа дня, 14-15 часов, так сразу же в этот момент начинает улей остывать. Вот. В ППУ там ситуация немножко лучше в плане того, что солнце не так сильно прогревает, но там ситуация хуже тем, что ППУ сам теплее, поэтому там опасность раннего расплода наиболее вероятней. Значит, охлаждение гнезда, изоляция и третий вариант — это зимовка в закрытых помещениях, зимовниках, каких-то хороших сухих помещениях, где нет там подвальной влаги, не течет, не капает с потолка, где температура не будет колебаться вот от этих дневных потеплений. Ну и
Напоследок, каким образом определить, все-таки это клуб сидит в таком центре и не стоит переживать, вообще ничего там подкладывать и так далее. Потому что если расплода нет, вы плюхнете им сверху мед, начнут перетягивать, перегружать тем самым свой организм, кишечники, провоцируя тем самым то же самое появление расплода. Значит, как мы определяем, что там есть расплод? Вы ходите к ульям на осмотр. Обязательно ваши руки должны быть не такие, как у меня сейчас, околевшие от холода на морозе. Вы берете, выходите с теплыми руками, чтобы они были у вас прогретые. Температура вашего тела не холоднее, не теплее. Прикладываете сюда свою руку и чувствуете это тепло. Теплее оно, чем ваша рука, потому что на ладони 36,6 не бывает. Если теплее, значит там есть расплод. И вы так вот приложили, подержали, и вы прям чувствуете, что внизу находится аккумулятор тепла. Прям хорошее тепло идет. Плюс, если вы используете пленку, у вас здесь вот по уголкам уже начнет образовываться конденсат, влага пойдет из-за того, что здесь интенсивно потребляется корм и идет нагрев, идет тепло. Будет уже роса появляться на пленке. Вот в таком случае кладете наверх и спасаете семью от гибели. Потому что очень часто думают, ну смотри как, и расплод, и немножечко там, и кормов хватает, и семья погибла. Но, конечно, исключение составляет как раз таки ситуация, когда есть клещ, и просто они гибнут весной. Часто пчелы гибнут весной еще от клеща. Так, ну и пару фрагментов, как всегда, чтобы видео не было лишено пчел, смысла и так далее. Значит, вот она, марля, прилипла прям к рамкам. Никто там нигде не путается, не гибнет, все четко. Залазят одни на марлю сверху, забирают отсюда корм, другие с той стороны подобрались, третьи снизу. Расплод здесь 100% есть, они облетелись. Вот тогда, когда я там 2-3 видео назад показывал. И семья слабая, посмотрите. От водочек на сколько, 5 рамочек сидит, ну там не все улочки, ну как, они-то все заняты, просто если распределить, то может одна там рамка лишняя по количеству, но пчелы везде, пчелы в каждой улочке. Рамку я сюда переставлял с медом крайнюю, потому что сильно много сидела возле заставной, и вот они медочек потребляют. Видите, пленка немножко вспотевшая, вот по углу явные признаки наличия расплода. И так я руку прикладываю, даже холодную руку, но я просто знаю, это 100% расплод, тут очень горячий. И еще одна семейка. Покажу. Смотрите, как растянулись. Вышли наверх. Задняя стенка. Мед в пакете лежит. Семья сильная. В каждой рамочке пчелы находятся. Ну, как 2, 4, 6 рамок. Но, в принципе, пчелы больше здесь. Вот они, капельки. Пошел конденсат. Здесь очень горячо. Дырочки я делал вилкой, которая для распечатки сот. То есть там много дырочек. Снизу они по-любому его забирают. Здесь там что-то пытаются, грызут. Не знаю, прогрызут или нет. Но здесь тоже есть расплод. Пошел расплод. Ничего мы с этим не сделаем. Ожидаем тепла, чтобы они облетелись. И тогда уже делать весенние белковые подкормочки и ждать интенсивного развития семей. Всем удачи, всем прекрасно дозимовать. Всем пока.